то время, пока криптовалюта стоит на месте и пытается восстановить восходящий тренд после сильного падения в январе, на рынке есть одна монета, которая уже выросла на 30% за последнюю неделю, продолжает пробивать новые годовые максимумы, а также уверенно заняла 10-е место в общем рейтинге криптовалют. И да, друзья, эта монета называется Link. Если мы посмотрим, что произошло с Link, начиная с июня 2023 года, когда было протестировано локальное дно, то мы увидим, как его цена взлетела на 300%. То есть буквально за 8 месяцев Link вырос в 3 раза, что является нереально положительным результатом для монеты из первой двадцатки. И я бы хотел отметить, что каждый процент роста был полностью оправдан, потому что Link это не какой-нибудь мемкоин или фан-токен, который запампили разработчики. Chainlink это большой блокчейн, который реально применяют на практике, и он работает с многими известными компаниями, как, например, мировой гигант Google, главный американский разработчик ПО Oracle и крупнейшим американским банком JP Morgan. Но что самое главное, Chainlink это единственный блокчейн в мире, который заключил полноценное сотрудничество с известной платежной системой SWIFT. И это партнерство полностью изменило представление о криптовалюте Link, потому что теперь все мировые банки, такие как Bank of America, Bank of China, Deutsche Bank, Citi, New York Mellon и еще много-много других, смогут использовать технологию Chainlink, которая значительно увеличивает скорость переводов средств. А поскольку банки напрямую заинтересованы в качественных и быстрых переводах, Chainlink может полностью заменить систему SWIFT. Но получится ли у него это сделать, вы узнаете в этом видео, потому что 25% своих голосов вы отдали за обзор на Link. И не зря, потому что сейчас это единственная монета, которая показывает рост. Но также многие хотели увидеть обзор на монету NIR или Optimism. И, друзья, мы, конечно же, их сделаем, только если под этим роликом вы наберете 800 лайков. Как только вы это сделаете, мы запускаем новый опрос и приступаем снимать обзор. За ваши лайки вам заранее спасибо. Вы на канале Coin22. С вами Влад. Мы начинаем. Что ж, дорогие друзья, как я сказал в начале, обзор на монету Link выбрали именно вы в вопросе нашего телеграм-канала. Но благодаря нашему телеграм вы можете не только принимать участие в таких опросах и выбирать монеты для обзора, но еще можете 24/7 получать самые актуальные криптоновости. Ведь как только рынок начинает расти или падать, у нас всегда публикуются посты, где мы объясняем, что происходит на рынке. Таким образом, вы всегда остаетесь в курсе всех событий. Поэтому обязательно подписывайтесь, если хотите узнать, что будет с биткоином на этой неделе. Ведь мы уже опубликовали подробный прогноз. Ну а поскольку сегодня мы уделим особое внимание криптовалюте Link, первое, что мы сделаем, немного углубимся в историю создания. Потому что Chainlink это один из немногих, кто сумел превратиться из небольшого крипто-стартапа в масштабный блокчейн, который заключает прямое партнерство с главной платежной системой SWIFT. Chainlink это довольно старый проект, который был запущен в 2017 году, то есть еще за 4 года до булрана криптовалюты в 2021. И запустили этот проект два разработчика, а именно Сергей Назаров и Стивен Эллис. Изначально главной целью проекта было создание быстрого и дешевого блокчейна, который можно будет применять в различных сферах и в нашей повседневной жизни. А поскольку Link сейчас входит в топ-10 самых высококапитализированных монет, я думаю, вы понимаете, что у них это получилось на 100%. Сама сеть Chainlink отличается от таких блокчейнов, как Bitcoin, Ethereum, BNB и многих других, потому что Link использует систему оракулов. Говоря максимально простым языком, оракул это так называемый посредник, который может поместить любую информацию в смарт-контракт, и она будет храниться в блокчейне. Таким образом, какая-нибудь организация, компания или, например, проект могут перенести свои базы данных в оракул Chainlink, тем самым упростить механизм хранения, ведь блокчейн отлично справляется с такими задачами. То есть Chainlink это даже своего рода проводник, который соединяет внешний мир с блокчейном за счет своих оракулов. Это, безусловно, является плюсом для Chainlink, но без минусов также не обойтись. Ведь сама технология достаточно сложная, и любой желающий просто так не сможет запустить свой оракул и отправить в него информацию. Для этого нужны очень хорошие знания в программировании. Тем не менее, мы рассматриваем Link не с технической стороны, а больше с точки зрения инвестирования. Поэтому давайте узнаем, что из себя представляет монета Link. Изначально Link это был токен ERC-20, и в целом Chainlink построен именно на блокчейне Ethereum, но после масштабирования и развития сети сейчас он доступен в 15 других блокчейнах.
блокчейнах. Запуск монеты сделали через ICO, которое также провели в 2017 году. И здесь обратите внимание, что на старте Сергей Назаров и Стивен Эллис смогли привлечь $29 миллионов в частном раунде финансирования и около $3 миллионов через ICO в сентябре 2017 года. Таким образом, в общей сложности было продано 350 миллионов токенов Link на сумму около $32 миллионов. Для молодого проекта с такими масштабными целями это не прям большая сумма, но учитывая, что всего за 6 лет проект Chainlink сумел заключить партнерство с системой SWIFT, эти деньги точно использовали в правильном направлении. Но кто поверил в Link и на старте выделил более $30 миллионов? Как мы видим, в раундах финансирования принимали участие 4 фонда, и главным из них стал Hash Fund. Это венчурный фонд, который поддерживает различные стартапы, и его капитализация составляет почти $300 миллиардов. А поскольку мы находимся на этой странице, мы сразу можем обратить внимание на токеномику, которая играет важную роль для любого проекта. Ведь я думаю, вы понимаете, что ждет криптовалюту, когда разработчики хранят 90% монет на своих кошельках. Но у Link распределение токенов в принципе соответствует норме, потому что по 35% монет разделили между инвесторами и airdropами, а вот разработчикам осталось около 30% монет. Эти 30% хранятся на 10 кошельках, которые находятся в основной сети. Ведь как мы видим, топ-10 холдеров контролируют 30% монет. Но также новые монеты поступают на рынок после разблокировок. И недавно было разблокировано 19 миллионов монет на сумму $340 миллионов. И что самое интересное, 15 миллионов монет сразу отправились на биржу Binance. Конечно, все сразу подумали, что монеты начнут продавать, и после роста до $19 цена упала на 7%. Но прошло пару дней, а токены так и не продали. При этом цена начала расти. А все потому, что фирма Look On Chain заметила, как всего за 1 час 4 новых кошелька перевели с биржи Binance целых 119,5 тысяч Link на сумму более $2 миллионов. Это привело к тому, что цена быстро восстановилась и пробила уровень $19, потому что на рынке поднялась шумиха вокруг этих крупных выводов с Binance. Как вы видите, для любого роста нужен определенный катализатор, и те, кто вовремя проанализировал и заметил выводы Link с Binance, смог заработать больше всех. Но если вы не знаете, где искать такую информацию, как правильно анализировать рынок и подбирать прибыльные точки входа, вы всегда можете воспользоваться нашей подпиской Coin22 Pro. Наши аналитики предоставили лонг-сделку на монету Link еще неделю назад, за счет чего участники Pro заработали от 50% чистой прибыли. А благодаря максимально простому формату работы, подписка Pro подойдет как для опытных трейдеров, так и для новичков. Ведь всем, кто только начинает изучать крипту, мы предоставим подробное обучение на старте, поможем собрать ваш первый криптопортфель и закрепим за вами круглосуточную поддержку, чтобы в любое время вы могли получать ответы на свои вопросы. Наша подписка Pro успешно работает уже более 2 лет, и за это время мы каждый день улучшаем наш сервис и делаем так, чтобы любой желающий мог развиваться в этом направлении и использовать его для заработка. Тем более текущее движение рынка это позволяет. Поэтому, чтобы не упустить свой потенциальный профит, а начать зарабатывать с подпиской Pro уже сегодня, для этого нужно просто написать нам по ссылке в описании, и мы сразу предоставим для вас всю необходимую информацию. Теперь, когда мы знаем, что такое Chainlink, чем он отличается от других блокчейнов и как его можно использовать во многих сферах, давайте перейдем к самому интересному, а именно к партнерам, которые его поддерживают и работают над созданием новых технологий. Вначале я говорил, что Link сотрудничает с корпорацией Google, а точнее подразделением Google Cloud. Данное партнерство они заключили еще в 2018 году. В то время разработчики Google подбирали подходящий блокчейн для запуска своих отдельных проектов. И несмотря на то, что они хотели выбрать для этого Ethereum, в конечном итоге они начали работать именно с Chainlink. Таким образом, Google Cloud использует Chainlink для хранения данных в блокчейне. При этом все пользователи Google могут получать любую информацию из блокчейна за счет оракулов, о которых я говорил ранее. Также Chainlink тесно сотрудничает с самым большим поставщиком ПО в Америке под названием Oracle. Это 4-я крупнейшая компания в мире в сфере информационных технологий. Партнерство с Chainlink они также заключили в 2019 году, чтобы работать вместе и помогать стартапам, которые используют Oracle и Chainlink, монетизировать свои API на платформе Oracle Blockchain. Это довольно крупное партнерство, в рамках которого Chainlink работает еще с одним очень большим технологическим игроком. Следующий важный партнер начал работать с Chainlink уже в прошлом году, и этим партнером является Vodafone. Это британский крупнейший в мире поставщик сотовой связи, и генеральный директор данной компании заявил, что партнерство очень важно, поскольку оно объединяет традиционные рынки с DEX
с платформами для обеспечения безопасного обмена данными и услугами в глобальной торговой экосистеме. Дополнительно у Link есть большое количество других партнеров из криптосектора, как, например, блокчейн Polygon, Hedera, Океан Протокол, Ethereum и многие другие. Конечно же, каждое это партнерство повлияло на рост Link, за счет чего монета сейчас находится на 10-м месте в общем рейтинге. Но если мы посмотрим на график, то увидим, что до октября 2023 года цена Link двигалась в одном диапазоне и ничего необычного не было. Но все изменилось в конце октября, потому что именно 23 октября Chainlink объявляет об успешном эксперименте с главной платежной системой мира SWIFT. В тот день у себя в Твиттере Chainlink написали, что в августе SWIFT и Chainlink успешно протестировали систему, которая может передавать ценность из одного блокчейна в другой. Chainlink работает со SWIFT уже давно, с 2022 года, но первые полноценные разработки они начали показывать только в прошлом году. Это полностью перевернуло игру, и монета, которая буквально 8 месяцев назад пробивала историческое дно, взлетела на 300% и сейчас уверенно занимает 10-е место, опережая Doge, Tron, DOT и многие другие. В данной ситуации я хочу вам сразу показать вот эти видео, в которых мы рекомендовали вам покупать Link, еще в то время, когда он стоил ниже $10 и до партнерства с системой SWIFT. Но почему это сотрудничество так важно для цены Link? Давайте расскажу. Согласно информации от Financial Times, Chainlink заключила стратегический альянс с финансовыми центрами SWIFT, банком Citi и одним из крупнейших банков Америки JP Morgan. Это сотрудничество направлено на использование потенциала технологий блокчейна для развития сферы финансовых услуг. Ведь представьте себе, систему SWIFT придумали аж в 1973 году, и до сегодняшнего дня ее используют банки по всему миру. Но SWIFT – это вам не транзакция USDT в TRC20. Переводы SWIFT могут идти от 2 до 5 рабочих дней, при этом сразу отбрасываем выходные, ведь в субботу и воскресенье банки не работают. Но время – это полбеды. Самое главное – это комиссии, которые составляют 1% от суммы перевода, плюс $10-20 независимо от суммы. А теперь вспоминаем TRC20. Доллар комиссии, секунда времени и ваши деньги в любой точке мира. Система SWIFT это прекрасно понимает и знает, что если она таки продолжит обрабатывать переводы по 5 суток, ей на замену очень быстро придет криптовалюта и блокчейн. Но сами понимаете, создать все с нуля очень дорого, и не факт, что все получится, особенно если у тебя нет специалистов. Вот поэтому SWIFT сделала правильное решение и заключила партнерство с проектом Chainlink, который имеет полностью работоспособный блокчейн, что идеально подходит для проведения дешевых, а главное быстрых платежей. Также в комбинации с большими американскими банками, такими как Citi и JP Morgan, Chainlink получает еще более сильную поддержку, ведь каждый банк напрямую заинтересован в том, чтобы его платежи проходили гораздо быстрее, поскольку это привлекает новых потенциальных клиентов. Таким образом, даже глава JP Morgan Джеймс Даймон, который вечно критикует криптовалюту, на Всемирном экономическом форуме говорит, что крипта это пирамида, а биткоин не имеет никакой ценности, вынужден посмотреть правде в глаза и принять эту технологию. Нет, вы не подумайте, что этими словами я пытаюсь защитить весь рынок крипты и даже все мемкоины или скам-монеты. Я говорю о блокчейне, который все больше и больше проникает в каждую сферу, особенно финансы. Вот поэтому те банки, которые не отрицают новые разработки, а постоянно развиваются, смогут сохранить своих клиентов и предоставить им лучший сервис, как раз таки за счет блокчейна. Наглядный пример – еще одно партнерство Chainlink с кредитным гигантом Австралии и Новой Зеландии в октябре прошлого года, или интеграция Link с крупнейшими банками через валютное управление Сингапура. Все это показывает нам, что криптовалюту действительно могут применять в таких больших сферах. Да, это не происходит массово по всему миру, но это же только начало. А как показывает практика, чем раньше ты инвестируешь во что-то перспективное, тем больше сможешь заработать в будущем. Поэтому давайте перейдем на график Link и посмотрим, что происходит с его ценой. И первое, что мы видим, это взлет цены Link до сопротивления на уровне $20. Пролистав график влево, мы увидим, что на этом уровне он в последний раз торговался в январе 2022 года, что безусловно является хорошей новостью. Возвращаясь на текущее движение, мы сразу можем построить параллельный торговый канал, внутри которого торгуется Link, начиная с 23 октября прошлого года. Данный канал является восходящим, поскольку Link постоянно фиксировал новые более высокие максимумы, и последний был отмечен вот здесь, около $20. И в данном случае этот психологический уровень будет иметь очень сильное влияние на цену в ближайшее время. Ведь если $20 так и продолжит оставаться сопротивлением, мы сможем увидеть, как трейдеры начнут фиксировать прибыль, и соответственно цена упадет до середины канала вот в этот диапазон. Тем не менее, если
если $20 станут легкой целью для Link, то вероятнее всего мы увидим консолидацию в этом диапазоне. Но за счет того, что Link лучше брать в долгосрок, в любом случае это нужно делать на просадке. И первым диапазоном для покупки может стать вот этот уровень, потому что после таких резких скачков мы всегда наблюдаем коррекцию. Поэтому спешить не нужно, а лучше понаблюдать за ценой и на просадке добавить себе в портфель. У меня в портфеле монета Link есть, поэтому я продолжу его накапливать. Это хорошая фундаментальная монета, у которой есть будущее. Но если вы думаете иначе, обязательно пишите в комментариях. Также можете задавать нам разные вопросы, и мы обязательно вам ответим. А на сегодня вот такой интересный обзор у нас получился. Не забывайте подписываться на Telegram, где вас также ждет много всего интересного. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. И увидимся в следующем видео. Всем желаю удачи, до скорых встреч!